Привет, друзья! Сегодня будем говорить о том, как посадить петунию. Как раз время посадки петуний. Сегодня у нас 11 февраля. И самое время, потому что петунии это я бы так сказала, ленивое растение в плане роста, пока они маленькие. Поэтому надо спешить, посадить семена буквально сейчас, иначе вы задержите цветение и придется ждать цветения прям аж в июне. А если посадите сейчас, то уже в мае будете любоваться цветами. Петуния это довольно мощное растение, но в начальной фазе своего развития оно такое, знаете, хиленькое, мелкое, и надо это пережить. Вот у меня уже есть несколько экземплярчиков. Вот такая Easy Wave, красавица. Эта петуния посажена из профессиональных семян. Она взошла буквально на 5-й день после посева. Теперь вот есть еще один экземпляр. Посмотрите. Эта петуния посажена из собственных семян, которые я собирала в прошлом году, когда завязывались семена уже на цветках в процессе отцветания. И есть петуния, которая посажена в стаканчики, в такие маленькие 100-граммовые стаканчики. Она тоже была посажена вместе с предыдущими, и вот она уже в таком виде. Значит, что я хотела бы тут буквально акцентировать, какие моменты. Для того, чтобы не задерживать процесс вегетации растения, проще всего и лучше всего посадить семена петунии в стаканчики. Сделать небольшое углубление, туда положить семечку и обработать лучше всего раствором фитоспорина. Для того, чтобы пока семечко прорастает, здесь не завелась какая-то грибковая микрофлора. В таком стаканчике петуния займет все пространство буквально в течение месяца. И затем ее просто надо будет перевалить в стаканчик побольше, для того, чтобы не разрушать корневую систему, не нарушать ее. Если же вы посадите петунии вот в такие емкости, то здесь придется заняться пикировкой. Пикировку обычно делают, когда у петунии 3-4 листика, ее пересаживают в емкости побольше. Но процесс пикировки задержит развитие растения примерно на 2 недели.
То есть вы должны понимать, если вы посадили вот в такой маленький контейнер, и здесь несколько растений развиваются одновременно, то пикировка отложит процесс цветения примерно на 2 недели. Вот эта петуния зацветет в первых числах мая, а эта петуния зацветет где-то к концу мая. Теперь поговорим о том, как сделать так, чтобы растения быстрее начали свой рост. Прежде всего, при посеве нужно поместить семена петунии, после того, как вы их посеяли, в теплое место. Температура должна быть не менее 25 градусов. И сама почва должна быть влажной, такой хорошо промоченной. Перед тем, как семечку положить в почву, кстати, семечка должна находиться на поверхности, потому что семена у петунии очень маленькие. И если вы их закроете еще дополнительным шаром почвы, то они рискуют вообще не прорасти. Поэтому перед тем, как вы готовите семена петунии к посадке, нужно подготовить почву, пролить ее раствором фунгицида, чтобы не завелась никакая там микрофлора, которая будет вредить растению. Затем сделать небольшое углубление, туда положить семечку петунии и потом увлажнить уже либо обычной теплой водой, либо же, как это делаю я, раствором фитоспорина. Он тоже должен быть теплым и активным. Что значит активный? Активный — это когда вы готовите сенную палочку или же тот же фитоспорин заранее, то есть примерно замачиваете за час, за два до того, как собираетесь использовать этот раствор, чтобы палочка активизировалась, чтобы она включилась в жизнедеятельность. И как только попадет на питательную среду, которой в данном случае является почва, она начнет быстро размножаться и не даст другим патогенам поднять голову. После того, как семечку вы посеяли, надо поставить в теплое место, накрыть пленкой или герметично как-то упаковать. Это может быть даже обыкновенный целлофановый пакет или полиэтиленовый, который будет там сохранять влагу. И буквально через 5-7 дней вы увидите первые ростки. Как только первые ростки появились, петунию нужно сразу же поставить под освещение, под лампу. Причем лампа должна быть яркая, с большим световым потоком. Кстати, я рассказывала о том, что такое световой поток, можете посмотреть у меня на канале. Так вот, этот большой световой поток обеспечит вам равномерное и хорошее развитие растения. Она не вытянется, петунийка эта махонькая, она будет нормально развиваться, рассада будет крепкой и фотосинтез будет проходить довольно хорошо. Ну а потом, как только вы поставили свою рассаду петунии под подсветку, не забывайте каждый день регулярно проветривать растения хотя бы на 5-10 минут и постепенно приучать их к обычной среде, в которой они будут развиваться. Потихоньку начинайте снимать эти герметические укрытия пленочные, давайте доступ воздуха, и растение начнет потихоньку привыкать к тем условиям, в которых оно будет расти дальше. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотела вам сегодня рассказать о петунии, о том, как ее посеять. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего доброго!